Сегодня отвечаю на вопросы. Кристина, объясните, пожалуйста, зачем психика стремится проживать один и тот же сценарий? Потому что надеется, что когда-нибудь получится по-другому? И если да, то принесет ли это облегчение? Мне здесь вспоминается моя любимая, одна из любимых цитат из фильма «Револьвер». «Пойми причину своей боли, и ты победишь в этой игре». Любой сценарий активируется или формируется как способ избежать боли. Когда-то боли реальной, там и тогда в прошлом, а в настоящем часто боли уже фантомной. Но тем не менее механизм, то есть зачем сценарий формируется? Как способ избежать боли. И когда мы понимаем, да, пойми причину своей боли, ты победишь в этой игре, мы выходим из сценария. Что я имею в виду? Например, женщина идет в отношения с мужчиной. И уже на первом этапе понятно, что не то. Он, например, изменяет или каким-то неуважительным способом относится еще. Но увидеть это больно. Потому что столько надежд, столько ожиданий. Вот наконец-то я не одна и прочее. Если это увидеть, позволить себе это увидеть, все, это боль. И психика срабатывает так, чтобы от этой боли женщину защитить. И она закрывает на это глаза. Вот вам сценарий. А через год, два, три она вдруг просыпается утром и понимает, что там ни мужа, ни денег, или ушел к другой женщине, или еще что-то. И кажется, что это вдруг. Да? Но на самом деле вообще не вдруг. И следующий мужчина такой же, и следующий, да? И вот, пожалуйста, вам сценарий. И каждый раз, еще раз, сценарий формируется и активируется как попытка избежать боли. И парадоксально приводит к еще большей боли. Это такой психический парадокс. Зачем это происходит? Здесь каждый психолог и каждая школа психологическая ответит вам по-разному. Вот. Но мне, как в основе своей аналитическому психологу, нравится подход доктора Юнга, который всегда в центр ставил вопрос «зачем?». Не почему, да, можно отвечать почему. Это один разворот. Можно еще как-то. А зачем нас разворачивает в будущее, к некой цели, к некому смыслу? Зачем психика это делает? Если мы поставим вопрос зачем, то ответ будет для того, чтобы это произошло по-другому. То есть для того, чтобы, смотрите, когда мы формируем вот эти сценарии защитные внутри, мы тем самым отрезаем кусочек себя. Я не буду это чувствовать, я не буду... То есть как будто, вот, как физическое тело, не знаю, руку взяли и на какое-то время там, отрезали, да, ну просто психическое... То есть физическое тело, оно обратно не сращивается, а психическое может сращиваться. Вот поэтому раз пришла женщина, зашла в отношения, отрезала там правую свою часть и живет одной частью. То есть я здесь не буду чувствовать, а здесь буду. Это как? Возможно ли такие отношения? Это вот, ну, понимаете, да, это насилие над собой. Это я кусок себя взяла и от себя отрезала. Другими словами, мы говорим, что мы становимся психически нецелостными. Это вызывает постоянную эмоциональную боль. Так вот, повторение сценария, если отвечать на вопрос, зачем это происходит, повторение происходит для того, чтобы женщина, ну, например, да, в этом случае, который я привожу, чтобы женщина стала целой, чтобы она могла быть в отношениях и при этом быть целой. И тогда это другие отношения, которые дальше как-то развиваются, из которых появляются какие-то важные дети, да, и реальные, и символические, да, что-то новое появляется, что-то творческое. И жизнь дальше развивается. И вот таким образом, если мы идем за вопросом «зачем?», мы получаем вот такую вот картинку.